8 самых интересных мест в Турции. Итак, Стамбул. Все знают Топкапы и Айя-Софию, и порой там очень людно, поэтому я вам советую посетить еще и цистерну Базилика, в котором, кстати, снимали фильм «Инферно» с исполнением главной роли Тома Хэнкса. Анталия – жаркая, живая, с удивительными античными развалинами город, где современный город стоит бок о бок с историческим. Прямо в центре города есть ворота старого города, называющиеся воротами Адриана, в честь прибытия римского императора Адриана. Этой арке 1900 лет, и здесь же находятся развалины стены старого города. Манавгат – это река, переходящая в несколько широких, но невысоких водопадов, находящийся в городе Манавгат, что находится в Анталии. Скалистая местность стала причиной формирования нескольких водопадов. Водопад невысокий, его высота не превышает 5 метров, а ширина 40. На берегах реки есть различные ресторанчики, кафетерии и лотки с вкусностями и сувенирчиками. Летом, как ни кстати, на берегах реки прохладно, в знойную жару здесь много туристов. Алания. Алания – это город-курорт Турции на побережье Средиземного моря в 140 километрах от Анталии. Алания – это одно из самых популярных мест отдыха. Здесь я советую посетить Фосфорную пещеру. Это небольшая пещера. Из-за геологического строения структуры пещеры она блестит при отражении лунного света, как фосфор. Блеск также заметен и при дневном свете. Перед входом в пещеру есть небольшой бассейн. Кемер. Вообще везде, где есть море, есть нескончаемые пляжи. Так же дело обстоит и в Кемере. И достопримечательностей в Кемере достаточно. Совсем неподалеку находятся развалины города Олимпос. Это место очень интересно для археолога, изучающего историю дохристианского мира, но и туристы найдут чем себя занять. Окунитесь в море рядом с античными развалинами. Не буду рассказывать историю, скажу лишь, что вода тут необычайного цвета. Белек. Белек – это самое респектабельное и дорогое место отдыха в Турции. Роскошные отели и чистейшие пляжи сочетаются с красотой эвкалиптовых, кедровых и сосновых лесов. Один из лучших гольф-клубов в мире находится в Белеке. Но если вы любите природную красоту, флоры и фауны, то я советую посетить национальный парк Каньон-Копрюлю площадью 500 гектаров. В парке представлены ряд развлечений – рафтинг, альпинизм, катание на лошадях. И не забывайте, что все эти города находятся близко друг к другу, поэтому одно другому не помешает, и вы можете включить в тур посещение нескольких городов сразу. Невшехир – национальный парк Гюреме. Невшехир – знаменитый город Каппадокии. В отличие от Анталии и близлежащих его городов, тут нет моря, зато есть горы, да еще какие. Это конусовидные образования отнюдь не дело рук человека. Миллионы лет назад близлежащие вулканы засыпали территорию пеплом и лавой, а позже ветер с дождем вымыли слои и обточили получившиеся формы. Советую посетить историческую достопримечательность, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО – музей под открытым небом. Он представляет собой комплекс из 2 десятков вырубленных в скалах церквей, датируемых VI веком. Озеро Туз. По дороге в Каппадокию есть соленое озеро, которое называется озеро Туз. Размеры озера составляют 80 км в длину, 50 в ширину и всего 1-2 метра в глубину. Соленость озера 340 грамм соли на литр воды. Летом большая часть воды в озере испаряется, и почти половина территории озера покрывается ослепительно белым пластом соли. Толщина этого пласта местами доходит до полуметра, благодаря чему на это озере можно ходить пешком. Но перед этим не забудьте снять обувь. И еще,
Озеро Туз является местом добычи 70% пищевой соли Турции. На этом все. Надеюсь, вам понравилась подборка. До новых встреч!